Ребят, здесь двое наушников, да, Bluetooth наушников, а здесь есть еще ТВ-бокс, телевизор и трансмиттер, кстати. Вот вы спросите, а почему здесь двое наушников, телевизор, трансмиттер, вот этот ТВ-бокс? Я вам объясню. Дело в том, что очень частый комментарий, как подключить двое наушников Bluetooth одновременно к ТВ-боксу либо к телевизору и смотреть его. То есть бывает такая ситуация, ночь, дети спят, а вам ужастики хочется, да, трэшануть такое, чтобы там ощутить эффект присутствия. Это все возможно с помощью вот таких вот коробочек. Это трансмиттеры 2 в одном. Во-первых, они и ресиверы, и трансмиттеры. Вы можете, например, из очень старых колоночек делать Bluetooth колонки. У меня вот такая есть трэш-колонка, я ее обгрыз, специально вам сегодня покажу. Но это ее не основное свойство. Основное свойство — это подключение двух наушников, даже вот таких вот ТВСов, каких-нибудь брендовых, конкретно к нему. Но есть очень много особенностей. В частности, нужно правильно подобрать наушники, правильно использовать трансмиттер, потому что сегодня мы поговорим о 4 трансмиттерах. Я вам их покажу, когда мы перейдем на AliExpress, где я их прокупал. А именно на AliExpress они дешевле всего. Например, в Украине, где я живу, там их перепродают местные продавцы в 4-5 раз дороже. Ну, то, что я минимально нашел, в 3 раза дороже, но это просто трэш. Я лучше подожду пару недель с AliExpress, и при том, что копейки стоят. Сейчас, смотрите. Мы видим трансмиттер. Мы сейчас с вами проведем тест, а потом уже пойдем посмотрим, сколько он стоит, и будем уже потом с вами смотреть, как это все взаимодействует, и проговорим особенности. Мы открыли с вами наушники, это наушники JBL TuneFlex, которые я использую постоянно, и ждем. Это все работает в автоматическом режиме. Смотрите, сейчас он их подключит, и наушнички сейчас заработают. Ну, конечно же, первичное подключение немножко оставляет желать лучшего. Пожалуйста, они подключились. В наушниках я услышал, Bluetooth подключен. Я их одену сразу. И, конечно же, тут нет вопроса о том, что оно воспроизводит. Само по себе подключение на текущий момент происходит у нас через 3.5 джек в наш ТВ-бокс. Он просто выводит звук сюда через обыкновенный 3.5 джек, можно выводить через RCA. И тут у нас сразу вытекает момент того, а как же подключать к смарт-телевизору. Иди сюда, я покажу. Иди сюда, лисичка. Смотрите, в любом смарт-телевизоре, практически в любом, есть 3.5 выход. Вы его подключаете сюда, если вы не используете ТВ-бокс, это тоже возможно. Но с телевизорами есть другой момент. В телевизорах нужно отключать функцию видимости Bluetooth, потому что он будет пытаться к нему подключиться постоянно. Теперь смотрите, дальше тест. Мы же с вами двухнаушниковую тему. Мы открываем, вернее, выбираем ресурс B. Он начинает моргать. Да? Мы открываем вторые наушнички. Это у нас лисичка слушает такие наушнички. Вот они, ну смотрим. Давайте. Достанем, они сейчас моргать будут. И все, они у нас сопряглись. 2 у нас перестали моргать. А ну, лисичка, одевай. И мы будем, вот, ну давай один одевай. И мы будем с тобой слушать. И я вам, ну, наверное, сразу буду рассказывать. Кстати, давайте так сразу. Ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылки в описании под видео. Мы еще пойдем посмотрим на все остальные варианты, но ссылка на это в описании под видео. Мы сразу с вами включим мой, например, обзор, который я делал там на Югус ТВ-бокс. И я слышу, и лисичка слышит. Лисичка, как тебе звук? Качественно, без задержки. Все. Да, но теперь особенности. Смотрите, дело в том, что мы сейчас слышим в двух наушниках, и лисичка слышит, и я слышу. У нас есть 2 вот этих вот зажженных огонечка. Я могу лисички взять, скажем так, наушничек. Кстати, я слышу здесь. Вот, у меня сейчас 2 наушника, и у нас есть легкий буквально рассинхрон на какую-то 1 миллисекунду. Объясню. Этот рассинхрон не связан с лисичкиными наушниками, а связан конкретно с моими. Потому что когда люди подключают 2 наушников конкретно к таким ресиверам, даже с учетом их технологий, о которых мы поговорим позже, есть некоторый момент. Вот, например, вот эти вот наушники поддерживают различные режимы, там, Ambient Aware, они поддерживают шумодав, они поддерживают Talk True, то есть это сквозная передача голоса. Давай остановим, для того, чтобы не было, у нас там не отвлекало нас. Но эти все технологии обработки звука как раз и делают задержку. И тут
при использовании таких трансмиттеров, ресиверов, да, это очень удобно, это очень классно. Вы должны понимать, что ваши наушники должны уметь отключать эти технологии. Потому что, например, в JBL мне приходится подключать, например, к моему смартфону, включать в них режим кино, либо есть игровые режимы в наушниках, именно в ТВС-ках. Это не относится к накладным с низкой задержкой. И только тогда вы сможете как-то с этим работать. Это один из вариантов того, что вот как убрать мелкую рассинхронизацию. Также рассинхронизацию в самих ТВ-боксах можно убирать, например, в сторонних клиентах YouTube, либо в самих плеерах. Если мы там, допустим, пойдем на ТВ-боксе в какой-нибудь плеер, смотрите, у нас есть настроечка коррекция синхронизации аудио. И вот мы видим коррекция синхронизации аудио в миллисекундах, там в определенных единичках есть как плюс, так и минус. Поэтому здесь мы можем с вами это все легко порешать. Это особенности. Если вы хотите именно Bluetooth, тут всегда есть какие-то нюансы, и вам придется либо выбирать наушники, либо перебирать эти ресиверы. Но то, что мы использовали, то, что работает, вот эта штука. Работает с особенностями, потому что если у вас в телевизоре есть Bluetooth, то вам его нужно реально конкретно отключать. Есть такая проблема, то есть мне пришлось здесь убрать видимость Bluetooth. Смотрите, я сейчас покажу вам. Вот, в пультах дистанционного управления видимость Bluetooth мне пришлось убирать, потому что он будет постоянно пытаться подключиться к телевизору как аудиоустройство. Но это все не суть-то дело. Давайте мы с вами сейчас перейдем, посмотрим, сколько стоит, а потом посмотрим в обратном направлении, как, допустим, из старых колоночек сделать Bluetooth наушники с помощью этого же, скажем так, ресивера. Да, кстати, тут еще особенность того, что нужно подключать USB питание. То есть, что у нас здесь есть? У нас здесь есть, смотрите, Type-C-шечка, да, я его сейчас отключил, вам нужно подключать два кабеля 3.5, либо RCA, вот такой вот выход RCA, типа RCA на 3.5, он работает тоже в оба направления, это тоже немаловажный аспект, вы можете передавать не через 3.5, вы можете сюда включить 3.5, сюда включить RCA, а в обратном направлении вы можете на RCA выводить на 3.5 и с 3.5 на RCA. Ну, короче, такое уникальная такая совместимость, вы можете делать все, что угодно. Короче, переходим и возвращаемся потом сюда. Давайте смотреть, что же за трансмиттеры и ресиверы есть у нас на двое наушников. Ну, тот, который использует ваш покорный слуга, скажем так. Видите, у нас идет он конкретно. Ну, цену, смотрите, сразу говорю, 5,62 это нереально. Скорее всего, когда вы зайдете, вы увидите, что цена будет где-то 8-10 долларов. Вообще ссылки в описании под видео, проверите актуальную цену на текущий момент. И именно этот трансмиттер, этот ресивер я использую конкретно вот для наших нужд. И он поддерживает двое наушников. Теперь смотрите, ну они сразу предупреждают, что это без батарейки, потому что есть с батарейками, я сейчас один из вариантов покажу. Он делает 2 в одном, ресивинг трансмиттер, все красиво они показывают, 1 на 2, это вот важный момент, потому что много адаптеров, они показывают, что они поддерживают Connect на 2 устройства, но одновременно они не работают, TX на 2 не идет. То есть они 2 устройства подключают, но не работают попеременно, вы выбираете, какой из них. Теперь Bluetooth 5.3 плюс EDR. У нас есть обратная совместимость, автоматическая идентификация до Bluetooth 4, ниже Bluetooth 4 наушники даже не рассчитывайте подключать. Дальше RX мод. У нас есть RX мод, это когда он через Bluetooth забирает звук и на 2 спикера отдает проводных. Это, кстати, немаловажный аспект. И есть TX мод, когда он берет от какого-то устройства и передает через Bluetooth на 2 одновременно устройства. Вот это самое важное. То есть вы можете апдейтить свои старые колоночки, вы можете, допустим, там делать там ваш телевизор через Bluetooth Sound, потому что зачастую и в ТВ-боксах, и в телевизорах Bluetooth для саунда он просто-напросто нереально фиговый. Вот нереально фиговый. Теперь дальше. Акцент на том, что у нас конкретно 2 Bluetooth девайса работают и до 10 метров. Неплохой вариант, он конкретно рабочий, но есть вариант получше, он дороже. Тоже цену посмотрите там в описании под видео. Тут сразу показывают, что поддерживает один Drag2, то есть Connect 2 Bluetooth девайса, 2 наушников, 2 спикеров, и вы можете, ну вот они, знаете, тут про переключать, тут имеется в виду между трансмиттером и спикером одновременно. То есть, но на 2 работает. При этом этот
Ресивер, он является на чипе Qualcomm, тоже Bluetooth 5.3 с aptX, еще и LL Audio, это low latency, то есть с низкой задержкой. Это то, о чем мы с вами уже поговорим дальше. Об особенности использования таких ресиверов, трансмиттеров. Здесь QCC 3040 чип от Qualcomm. Тоже у нас эта модель D600, поддерживает aptX HD, aptX LL, потом AAC, aptX, SBC. И тут как бы по кодекам вообще вопросов нет. Вопросы есть совместимости с наушниками, которые у нас являются именно ТВС, с какими-то своими дополнительными опциями. Там есть этот вопрос, но мы видим, здесь есть А, Б, они одновременно могут работать. А также есть обыкновенные Bluetooth сплиттеры. Вот как они называются. Bluetooth сплиттер — это один Bluetooth на два наушника. Они изначально их так и заявляют, что они больше ни для чего не годятся. То есть вот видите, Bluetooth сплиттер, два наушника работают одновременно. И все это построено вот таким вот образом. Смотрите, здесь Bluetooth 5.2 плюс EDR, протоколы SBC, A2DP, AVRCP. Ну и тут из картинок все очень просто. Обыкновенная флешка 1 в 2, как называется технология, поддержка стерео, plug and play, совместимость максимальная, есть noise reduction и, ну как они заявляют, Hi-Fi, но Hi-Fi здесь и не пахнет, здесь нет кодеков для Hi-Fi, к сожалению. Просто можете делать свой ТВ Bluetooth, подходит для PlayStation, например. Он эмулирует USB наушники проводные и раздает их на два Bluetooth девайса. Как вариант. Но тут есть вопрос небольшой задержки. То есть вы можете использовать как AUX, так и USB input. Он может брать от USB звук. Это, кстати, очень хорошо. Вопрос нужно решать именно с задержкой тоже насчет ТВС наушников в разных моментах. То есть вам нужны будут полноразмерные Bluetooth, какие-то с минимальной задержкой, либо с возможностью отключить в приложении там, или включение кинорежима. Это тоже очень немаловажный аспект, о котором мы сейчас поговорим. В принципе, эти три девайса, которые можно брать, я рекомендую то, что конкретно использую я, потому что самый простой вариант, и он действительно полностью рабочий, и рекомендую этот вот. Насчет Qualcomm, там есть вопросы с совместимостью. Именно, два они заявляют, как оно два работает, мы видели, то есть это там работает, там не работает, то подключается, то не подключается. Хотя, если прокачать одно устройство, вообще топовая штука. Ну и есть вот такие вот варианты, например, для автомобиля с аккумуляторами, тоже заявляют Hi-Fi аудио. И здесь у нас вот, пожалуйста, есть 250 мАh батарея, вот что в принципе хватает там на 15 часов. И опять же Dual Connection поддерживает. У него есть aptX HD, aptX LL, Bluetooth 5.2. Вот это вот классная штука, она неплохо работает, мы ее как-то попробовали. Вот видите, на 12 часов в трансмиттере работает, в ресивере 15 часов. Мы ее как-то попробовали, нам понравилось, но цена в $20, даже чуть она будет больше, если вы зайдете, потому что это цена для нас. Она классная, но дороже. Вы можете ее держать постоянно на зарядке, ничего с ней не будет, все нормально. Короче, ссылки в описании под видео, а мы поехали с вами разбираться в особенностях дальше. Ну что, посмотрели? Есть разные варианты, можно использовать, но давайте затрэшим вот такую вот штуку. Давай сюда, лисичка, иди. У нас-то есть блютусик, вот такой вот. Я вам скажу, люблю такие вещи делать. Вот, да, режим RX, все правильно. Здесь мы делаем просто трэшовую штуку. Мы берем и подключаем эту колонку через какую-то фигню вообще полную. Просто примотали вот таким вот образом. Конечно, это все надо через усилитель делать, через какие-то моменты и подключим. Да, отпала у нас колонка, все. Это вот, да, это вот, знаете, как называется, не делайте так, как делает Bubble на каком-то трэш-обзоре. Если вот именно трэшовую какую-то фигню делаешь, здесь, кстати, регулятор громкости есть, чтобы вы понимали. Теперь мы подключаем через Bluetooth. Так, смотрим, через Bluetooth мы сейчас подключим вот именно вот это устройство. Подключаемся. Опа, ты слышала звучок? Звучок слышала? Да. Само собой он работает через SBC, как мы видим. Ну, это такое уже дело. Смотрите. Вот у нас значочек SBC. Давайте теперь проиграем какую-то музычку или тот же самый ютубчик. О, наш обзорчик. Давайте на технозончике заходим и слушаем. Конечно, колоночка пассивная, но слушайте. И это не только, допустим, форм-фактора, вы заметили. Если у вас есть активный саундбар старый, либо активный кинотеатр, да, домашний, то с помощью вот такой вот, с помощью такой штуки вы можете, допустим, добавить хватит воспроизводить.
давайте остановим, то с помощью такой штуки вы можете просто-напросто сделать, добавить Bluetooth функцию в свой домашний кинотеатр устаревший. Либо добавить Bluetooth функцию в какую-то активную акустику. Ну, есть компьютер. Вот компьютерная акустика — это самый простой вариант. К ней можно подключить компьютерную акустику с активным каким-то усилителем, даже сабом, там 2.1, да, формата, и получить Bluetooth акустику. И будет просто-напросто супер. Поэтому мы рекомендуем, в принципе, выбирать вам. Нюансы мы вам рассказали по поводу наушников. Наушники, я вам скажу, нужны будут какие-нибудь с низкой задержкой, с игровым режимом, либо тому подобного. Потому что с большой задержкой, вы поняли, с синхронизацией придется немножко помучиться. А в целом, от нас рекомендации есть. Ссылки под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.